У нас с Ирочкой нежданное путешествие, такое незапланированное, выпало. Мы сейчас направляемся в Анапу. Мы будем, переезжать через Крымский мост. Там мы съездим на пляж Джимите и еще, наверное, прогуляемся по набережной Анапы. Мы отвозим родственников на РЖД, вон они там сидят. Вот. В рабство. Да, они едут зарабатывать бабло. Так что вот такое у нас путешествие. Сделали остановочку такую. Выпить водички и в туалет сходить на заправке Атам. Такие прям, да, современные они. Сегодня тепло, хорошо прям. Вот такая заправка у них прям цивильневая, да. Второй этаж там, да. Классно. Здрасте. Мне хочется показать здесь, какие двери. Вот что круто. А еще здесь есть туалет вот на улице такое. Место для курения. Ну, площадочка, да, такая вон. Первые, так сказать, заправочки уже Лукойл пошли. И вон еще одна идет. Далее. Там все есть, даже KFC там есть. Доехали мы до железнодорожного вокзала Анапа. Все парковки платные, каждый куст, все платное, блин. Только на въезде можно стать. Ну это жизнь, конечно. Стоянка вся платная, да. 200 рублей в час. Сейчас мы направляемся в Анапу, на набережную. Ну, там мы, естественно, позагораем, гуляем. Но мы в Анапе были последний раз в 2014 году. Как раз глянем, что там изменилось. В частности, набережная, ну, здесь все красиво, но вот вообще проблема, конечно, куда поставить машину. То есть все делается, там отели, ну где ставить машину людям? Смотрите, все забито. Это вообще проблема всех, конечно, курортных мест. Здесь, короче, парк аттракционов вырос спустя 8 лет. Не было я вот на въезде. Здесь идет кабличушка. Справа начинается набережная. Тут вырос парк. Вот сейчас будем искать место, куда нам поставить машину. Вообще проблема. Проблема нам найти. Мы хотим искупаться, а мы не можем, потому что все забито. Машинами встать не могут. Начинаешь, конечно, нервничать. Люди едут на отдых, а с машиной вообще проблематика. Запарковались мы недалеко от центра, в частном секторе. Машин вон сколько много. Все пытаются втиснуться. Мы сейчас направляемся в сторону моря. Такой центр. Там где парк, набережная. Да, помню этот альбатрос. Гуляли мы здесь частенько. Вон там дальше улица для прогулок, да. Но мы пока идем на пляж. Цены в Столбовке. Ну вот за это все мы отдали 400 рублей в Анапе. Яйцо 30 рублей, салат 120, котлетка, не помню, 95 что ли, картошка 65, гуляш, гуляш 95, котлетка 90. Ну вот так, скромненько покушать. Как всегда, бойкая торговля тут. Чем только можно. Вот тут пальмы в кадушках тоже есть. Курорт по полной программе. Здесь что-то какая-то яма тут у них образовалась. Ну, столовка. Но не было ее раньше. Столовая «Мама Мия» называется. Все новенькое. Беленькие диванчики еще.
Пока что не испачканы. Сейчас пойдем туда, посмотрим цены. Ну, здесь цены подороже, чем где мы сейчас кушали. Ну, потому что новая столовочка. Такая большая. Вот мы уже подошли к аквапарку «Золотой пляж». Да, здесь уже сезон в самом разгаре. Прям такое ощущение, как будто уже июль, август. Очень много людей. Но даже видно по машинам. Напоминаю, что мы здесь не были 8 лет. И смотрим, что тут изменилось. Ну, в лучшую сторону, конечно. Вот сейчас мы идем на пляж. На центральный, наверное, да, это. Собачка тоже тут отдыхает. Но вот это набережная, да. Тут даже этот пес Барбос какой-то. С Простоквашино. Шарик. Его звать. Вот этот пляж. Ну, здесь пляж песчаный, если кто не был. О, тут у Иры есть кафе свое. А что мы пошли туда сразу? Винишко нальют, нормально. И вот набережная туда тянется, и вот направо тоже. Ну, а здесь уже идет пляж. Это прям лечебный пляж. Это пляж зоосанаторий отдельный. Ну, короче, на этом пляже нельзя пить спиртные напитки, только что сказали. Вот тут вечером что-то происходит. Экраны такие большие. Да, минус, конечно, Анапского пляжа, что здесь все в тени вот такой. Каша такая. Зато йота полезная. Запах креветок какой-то. Вот такой берег тут, да, ох, какой. Такая тут грязишка. Вода зато теплая. Но мягкая-мягкая. Обволакивает водоросли. Вода здесь теплая, но дальше уже идет холоднее. Ну, как бы нормальная. Купательная вода. Дальше вода почище, конечно. Уже как-то, видать, то ли отлив, может быть, отгоняет. Так люди цаплями ходят. Чтобы попасть на чистую воду, надо пройти метров 20. Что есть цивильно, тут все, и медпункты есть, и спасатели, будочки, все, и переодевалки, все имеется. Туалет, душ. Ну, единственное, что вот море такое. Волейбольное поле тут есть тоже. Ну, туалет и душ вроде есть. Так и должно быть. Туалетов должно быть достаточно, потому что людей много. Куда они будут ходить? В море, конечно.
ну вот мы вышли на прогулочную дорожку. Ну, там уже впереди будет парк аттракционов, по-моему, да. Ну вон только арка. Да, вот этого не было. Но это я напомню, что мы здесь были последний раз 8 лет назад. Вот что здесь изменилось. Ну да, вот этот чайхана тут, смотрю, появилась. О, где, кстати, старик Хинкалыч, да, мы любим в нем кушать. Ох, там дальше, конечно, шум, гам. Музыка со всех сторон, шашлыки, запахи эти, ёпарасоты. О, здесь даже цирк. Ну, а здесь уже аттракционная часть идет. Качели на любой карман. Хотел сказать, на любой вкус, конечно. Здесь аттракционов не было вот этих, насколько я помню. Они были на главном входе. Ну, наверное, там еще что-то. Сейчас выйдем на набережную, да посмотрим. Ну, людей стало больше, естественно. Устанавливают новые аттракционы. Ох, там визги, крики. Как-то что-то изменилось. То ли шире стало, как-то поуютнее. Видать, новую дисплитку положили. Ну, как-то стало поцивильнее, в общем. Короче, что я понял, здесь часть, аттракционов, в общем, унесли на ту часть, где мы только что были. Что здесь вот на входе были, стояли там аттракционы. Ох ты, ё-моё, медведь. Да. И вот поставили колесо какое. Ну да, стало намного больше места, прям такой простор стал. А то что-то было там все напихано, а вот они тут, видать, решили все это дело облагородить. Да, расширили они тут, молодцы. Нету сутолоки вот этой. Нету тут уже никакой шаурмы. Ах, мы когда-то ели шаурму здесь. Все, здание. Здание, да, какое-то выросло тут. Я не помню, было ли оно, или как-то его там очистили от всяких кафешек и киосков. Ну, вот здесь центральный пляж. Здесь не воняет. Сейчас глянем, здесь есть водоросли или нет. Ну, запах есть. Я уже здесь подошел. И запашок имеется. Но водорослей здесь не видно, да. Ну да, здесь какие-то справа стояли вообще. Какие-то там шаурма и всякая фигня. Здесь тоже что-то там было напихано. Сейчас все, да, все лишнее убрали и прям вообще расширили, потому что здесь было узко. Блин, ну какие же запахи. Это капец какой-то. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain. А где же всякие развлекухи? А где же певцы здесь, которые с гитарами стоят? Здесь велосипед был такой, с неправильным рулем. Put me in the ring, you'll go out in a bag, 'cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Кофеек, да. Авторский лимонад по 300 рублей. Идет погоня. Пиратский корабль за туристами на шхуне. На полном ходу. Да. Баркасик Олимпия-1. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but
they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Будем подсматривать раскопки. Это древние скифы тут, наверное, жили. Или греки. Один остов, Ира говорит, что сами построили. А вон какая-то кучка стройматериалов, остатки. Это они с них строят, видать. Вот здесь мы брали в Абхазию когда-то. В 2009-м, наверное, путевочку. Ну вот в санатории мотылек точно не было, мне кажется. Ой, я не помню. А, вон там площади, там стояли фигуры. Статуи живые. Тут, слушайте, куда не пойдешь, везде запах жрачки. Просто такой стоит на все надо. А вон и KFC тут расположился. Да. Ярочка какая-то тут выросла, современная. Ира решила себе вафли тут сделать. Ну, в Липецке мы такие видели, но так и не взяли. Есть вафля с банановой клубникой, а есть вот с Ох, какое мягенькая китайская вафля. Гонконгская. Гонконгская даже. Фонтан, вот там всякие концерты проводятся. Какие-то поделки собственного производства, рукоделия. А тут и летняя эстрада, мы здесь были на Валерии. На последнем этаже. Пойдем к фонтану поющему. Птички здесь тоже поют. И какие-то соловьи или что-то там. Вон, маршрутки. Ох, в жару-то в них прикольно ехать. Весь мокрый, липкий. Все мокрые, липкие. Ты едешь куда-нибудь там, Джимите, минут 20. Все, мы погуляли здесь. Сейчас мы поедем, точнее, на Красную площадь, да? Торговый центр. Да. Красная площадь. Не знаю, что там изменился, есть ли он еще или нет. Ну, в 2014 году он был. Ну, посмотрим, в общем. Мы подъехали. Ох, как тут все в гирляндах красиво. Здесь такие запахи прям. L'Etoile Parfum. Кинотеатр такой. Какой полумрак. Это, по-моему, так и не меняется. Здесь детские всякие развлекухи. По-моему, в 2014 году все это стояло. Да? Барабан точно был. С сончиками. И Запорожец. Ну да, здесь можно отдохнуть с детьми. Фудкорт, да, здесь есть, имеется такой, довольно-таки большой. Квартира ушла.
догоним. Ира сразу в Бургер Кингу меня зовет зачем-то. Неужели там будет картошка жареная? А то в Крыму нет уже Бургер Кинга. Что ты хочешь заказать? А за вместо Кока-Колы я купил Байкал в Бургер Кинге. Мы решили съездить в то место, где мы жили. Снимали жилье. Тут новый район такой был. Вот глянуть, как здесь все это выглядит сейчас. Как все быстро застроилось, так, ну за 8 лет, ну что, здесь нормально, да? Здесь такой детский центр и стоит Папилац. С фильма Кинзадза. Такой же сделали, да. Интересно, он летает. Да, кто-то прям скреативил. Здорово. Вот здесь мы снимали жилье. Ну, самое как бы интересное, да, что там говорит, там 15 минут идти, там, да, 10 минут даже идти, а там было с полчаса до Пожаре идти. Вот мы ездили, да, до моря, мы вот ездили в Джимите, а там на маршрутке все такое, блин, ну, потому что пляж, конечно, в Анапе там был в тени и все такое. В общем, мы ездили в Джимите, потому что там было почище. И вот там, за вот этим домом, где мы жили, там был вообще пустырь. Там уже все застроили коробками. И вот в ту сторону, получается, набережное море. Там было идти все. А по жаре, конечно, совсем не милое дело там идти. Вот там вообще пустырь был, да. Да, вообще. Сейчас вплотную все застроили. Здесь была тишина просто. Классно было. Все, мы сейчас направляемся домой. Выезжаем из Анапы. Впереди еще Крымский мост у нас, Керчь и уже Симферополь. Прям лягушки поют, квакают вовсю. Шуба заворачивается, не знаю, слышно, не слышно. Где-то вон там, в камышах. Вот мы на Луполе сейчас. Как раз таки заправочка крайняя перед мостом. Сейчас 10:30, а мы где-то, наверное, приедем к часу. Еще нам 2,5 часа ехать. Вот здесь даже, да, столовка есть такая прям. С такими ценами. Ну, уютненько так тут, да. Сейчас мы будем еще проезжать Крымский мост, так что не переключайтесь. Еще у нас чуть-чуть осталось совсем, чтобы доехать. И лягушки поют во все. Размялись немножечко, можно ехать дальше.